Она встала, подобрав с пола осколок камня и принялась чертить вычисления на каменных плитах. Пока есть жизнь, есть и надежда. То, что было неизвестно сегодня, станет известно завтра. Цивилизация будет развиваться до последнего дня своего существования, и сегодняшние загадки когда-то обязательно окажутся разгаданы. Сначала в глаза ей ударил свет, такой яркий, что пришлось зажмуриться и попятиться назад. А потом налетел ветер. Он овевал ей щеки и струился по плечам, словно приветствуя ее возвращение горячим поцелуем. Доброго времени суток любителям, ценителям и новичкам игры Genshin Impact. С вами Варлок, и настало время заняться снова квестами и другими интересностями нашей замечательной игры. И сегодня мы с вами отправляемся на весьма, я надеюсь, занимательную, увлекательную и интересную встречу не с кем иным, как с Мадам Фарузан. Да, действительно, если вы обратили внимание, мы даже, так сказать, приоделись слегка. Вот здесь наша Аяка уже готова отправиться на нашу встречу. Тут немножко у нас есть фруктов перед нами на столе, хотя, насколько мне известно, Фарузан больше по душе выпечка. Ну, что мы, собственно, о ней знаем? Та самая профессор, она же Мадам Фарузан, которой... Не в пример тому, как она выглядит, больше 100 лет, потому что когда-то она попала в западню в одних из руин, имеющих отношение к королю Дешрету, и провела там более 100 лет, пытаясь разгадать шифр. Ну, и, в общем-то, она достаточно привержена к учению. И, в общем-то, наш квест называется... Хитросплетения. Что ж, посмотрим, что мы сможем разгадать, что мы сможем узнать. Ну, без дальнейших отлагательств, давайте с вами наконец-то отправимся туда, где нас, надеюсь, дожидается Мадам Фарузан. Сразу скажу, что поскольку это у нас встреча, я думаю, что мы сначала пройдем ее абсолютно вслепую. Ну, то есть, вот какие варианты у меня будут, те я и буду выбирать. Ну, а потом, уже после, вернемся и проверим, какие еще были ответвления. В общем-то, мне интересно, как пойдет наша встреча, если я, в общем-то, не буду ни к чему идти, просто руководствоваться абсолютно, так сказать, наитием, эмоциями и... наслаждением по ситуации. Наш квест говорит нам отправиться в Пардис-Диай. Как мы должны правильно называть? Дхяй? Пардис-Диай, как говорит у нас Паймон. Единственное, что я надеюсь, сразу скажу, что мы не попадем каким-нибудь боком в порт Ормос, потому что у нас здесь начинается другой квест, и я надеюсь, что они не будут друг с другом конфликтовать. Ну, в общем, довольно прелюдий. Настало время окунуться с головой в атмосферу. Even though most of the Academia's restrictions have significantly relaxed, I'm still a bit worried that the mantra might give her trouble. Ее донимать, Тигнари, в первую очередь, добрый тебе вечерочек. Давно не виделись, кстати. I need to stay here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Ага, то есть Калей-то тоже здесь? Does it have to be me? Может быть. Да, интересно, что все начинается именно с Тигнари Калей. Насколько мне известно, Фарузан хотела бы перенять Калей у Тигнари, потому что ей нравится то, что, несмотря на то, что у Калей было очень много тяжелых событий в жизни до этого, она сохранила волю, желание учиться, и там даже была целая история, как они встретились с Фарузан, когда Фарузан путешествовала по лесу и услышала восклицание «Архонты! Позвольте же мне как-нибудь выучить все эти слова!» И это была Калей. Да, и с тех пор Фарузан думает, как бы Калей как-нибудь сманить у Тигнари и взять ее себе в ученицы. Довольно-таки занятная ситуация. Ну, ладно. Посмотрим, как все будет развиваться. Ну, разумеется, Калей, как же мы без тебя? I'd only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well?
Я думаю, что с ней все в порядке, я надеюсь. Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, I think I need to mentally prepare myself first. О, да, я полагаю, что тут может быть. I know. You'll have a tough time if you go by yourself. If we could arrange for someone to accompany you... Да, в общем-то, я тут стою, я ни на что не намекаю. О, я могу чем-то помочь? Oh, hey there! Ой, это ты, Варлок. Вообще-то она сказала, эй, привет! It's been a while. What a coincidence. I was just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. Да? Я с большим удовольствием. Да, но я полагаю, что подобное было бы довольно-таки невежливо, да? А почему, собственно, меня? Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the academia. Not the sort of thing you'd shout from the rooftops. Ага. Тайные исследования, а? Вообще, на самом деле, интересно. Я вот даже краем глаза не взглянул, не знаю, сколько концовок и разветвлений у этой встречи, поэтому мне даже интересно. Было бы интересно, пойдет ли Фарузан, например, с нами выбирать выпечку на базаре, или окажемся ли мы еще в каких-нибудь руинах совершенно внезапно, будут ли у нас какие-нибудь головоломки совершенно внезапно. В общем, я прямо-таки весь в предвкушениях. Да, тайные исследования я всеми конечностями за. Так сказать, запишите меня в список. Also, you happen to know about this situation? There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for the task. Я в курсе ситуации. С каких пор? Я не знал об этом. It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. Ага. Ладно, давайте прикинемся, что я не при делах. А что, собственно, за профессор? You might have heard about her in Sumeru before. Her name is Faruzan, and she's a very experienced senior researcher. Да. Она нам очень много помогала в песне, надо сказать. Так что мы с ней вполне себе знакомы. Let's just say that a huge part of Kasharawar's mechanical research over the past 100 years have used her academic discourse and manuscripts as their foundation. Да, особенно работы столетней давности. За последние 100 лет она что, бессмертная? She is, but she vanished for 100 years because of a certain incident. She only returned to the academia after being found in the wilderness a few years ago. Ага, ее нашли in the wilderness. Так-то она провела это время в руинах. Да, и свой глаз бога она получила как раз после того, как смогла выбраться из руин. То есть головоломки-то она решала без глаза бога. Интересно, что это были за руины, ей-богу. Because of that, her current personality can be a bit strange, as is her attitude towards Kale. Ну, в общем, насколько это возможно, да? Как насчет того, чтобы называть меня Мадам Фарузан? Может быть, тогда я тебя замечу. Да. I'm getting a headache just thinking about it. О, Калей, ладно тебе, все в порядке будет, она милашка. She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. Это правда. I'll try. И без нее никак не обойтись, да? Yes, Kasharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced, so I can't trust them with this matter. Собственно, Тигнарь-то здесь какой толк в этом всем? However, Faruzan isn't influenced by modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help. Ага.
Ну что ж, помощь Фарузан нам всегда кстати. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. Может, Академии стало обо всем известно? И что тогда, мне интересно? Она с Сайной, если что, тоже знакома, так что я думаю, все в порядке будет. I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. Ну, посмотрим, может, мы ей чем поможем. Anyway, can you go with Kale to the Academia and check on Faruzan for me? Да, разумеется, нет проблем. Thank goodness. I was so anxious. Ладно тебе, Калей. Мы с тобой путешествовали, можно сказать, с самого выхода Сумеру, так что все в порядке будет. I'm counting on you too. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on. Our Да, task is important, but not that urgent. If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. Ну, Тигнарий вполне себе спокоен, невозмутим, как всегда. Наш ушастик. After all, if she's distracted by other things, it'll affect her ability to help us. Да? Мне всегда казалось, что Фарузан одна из самых сконцентрированных на науке персонажек нашего мира. All right, let's go. Ура! В путь! И действительно, отправляемся в путь. Направляйтесь в Академию, разыщите Фарузан. Ну что ж, так-то мы и поступим. Пока, как я понял, у нас никаких особых ответвлений нет. Интересно, чем, собственно, Фарузан занимается. У нас не было никаких квестов, связанных с Sorry, ней. what did you say? Oh, could you repeat yourself? As you know, I'm sure, hearing goes with age. Фарузан. Вот, кстати говоря, Фарузан, наконец-то мы ее вот видим здесь. Это, наверное, первый квест, который просто каким-то образом действительно с ней связан. Хоть это и вообще встреча технически, да, не квест. А история-то у нее очень интересная на самом деле. Да? Во-первых, мне интересно то, что она достаточно противоречивый персонаж. То есть, к примеру, она про дождь говорит, что я не такой ребенок, чтобы романтизировать дождик. Да, а с другой стороны, например, про снег она говорит, как завораживающе. А про, например, гром и молнию она говорит, что что? По-вашему, если кто-то уже в возрасте, это как-то зазорно бояться молнии? Да, ну что-то в таком духе. Вообще, исходя из ее истории, было сказано, что вот на те 100 лет, которые она осталась вот в этих самых руинах, как-то связанных с царем Дешретом, для нее, в общем-то, время остановилось. То есть она не чувствовала ни старения, ни даже голода. Поэтому мне вот интересно, она, по идее, 100 лет-то 100 лет, но чисто физически она не должна постареть. Тут она вот жалуется, понимаете ли. Слух уходит с возрастом, да. Ну, посмотрим. Уже начинает что-то проявляться интересненькое. Да, Калей, давай узнаем, в чем тут дело. Farzan, I said that you need to give us an answer. Yes. And did you forget to add Madam when you addressed me earlier? Да-да-да, так смотри, а то и оплеухи дождешься. Your hearing is perfectly fine. Ты отлично слышишь. Ну, ладно, окей, мне интересно, кстати говоря, учитывая то, что Фарузан требует к себе уважения, в общем-то, всегда, мне даже интересно, насколько адекватно в данном случае перевод «ты», но посмотрим. Madam Faruzan, we don't want to make things difficult for you. However, you haven't been teaching courses or supervising theses these past few years. Isn't Вот this в чем rather дело. problematic as an advisor? Never mind the students. Even other advisors are starting to complain. И кто же жалуется на Фарузан и зачем? And who, if I may ask, complained? If they have any issue with me, tell them to talk to me themselves rather than waste any of your time. Разумно. Разумно и толково, да? Почему бы не спросить у нее лично, раз они чем-то недовольны?
Действительно. You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. Супчики. Супчики. Из Харавитата. But, Madam Faruzan, it has been a long while since you last made any practical academic contribution yourself. Нифига себе. Девушка возвращается после 100 лет из какой-то там гробницы, а вы говорите, что она ничего не вклад не внесла? Серьезно, что ли? Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the reviewer doesn't understand the very nature of knowledge itself. Интересненько. In any case, makes no sense to use a metric like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should write a letter of complaint right this instant. Вау! Какая боевая! Мне это нравится. Wait! Madam Faruzan, please let me finish. Оу. Угу. То есть это угроза подействовала, да? That's her, all right. But the person with her doesn't look like a Matra. Я полагаю, что нам по-прежнему нужно отыгрывать ситуацию так, будто наш путешественник нифига не знает. А у меня, между прочим, с ней уже 10-й уровень дружбы. Ну, впрочем, у меня со всеми персонажами 10-й уровень дружбы, который у меня есть на аккаунте. Но, тем не менее, она выглядит так молодо. Shh! She hates it when people call her young. Ага, ладно, буду знать. Но я сказал, что она выглядит молодо, а не что она молодая. Это важно. Her body apparently stopped aging during the year she was gone. So that's why she looks the same as she did 100 years ago. 100 лет отсутствия. А что там все-таки произошло? Okay, I think I'm ready for this. Let's go. Окей. Идем. Anyway, Akara Crafts and the leader of Kasharawar would like to invite you to collaborate on this project. Так, проекты — это хорошо. They're wondering if you'd be interested. Madam Faruzan? Are you listening? Mm-hmm. Я ждал, что озвучат слово «что». Like, sorry? What? Kale, why are you here at the academia? Are you feeling better now? Блин, просто самая лучшая превьюшка на свете. I'm much better, Madam Faruzan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Действительно. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that brat Tainari forcing you to stay up late again? Брат Тайнари. То есть она его негодным мальчишкой называет. Тигнари, негодный мальчишка. No, it's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to when I see him. I'll also prepare some health supplements for you. Да ладно тебе, Фарузан, в самом деле. Тигнарь тоже ничего плохого в виду не имел. There's really no need. And is the person beside you the legendary traveler? The legendary. Легендарный варлок. Рад знакомству, мадам Фарузан. Oh, I've heard much about you before. In fact, I've been meaning to meet you for a while now. Ну, вот момент, так сказать, настал. It is thanks to you, after all, that the academia is finally getting back on its feet. Even Kali's illness is... Это правда. Madam Faruzan, I believe we were still discussing the collaboration with Akara Crafts. Ага. Ну так, как говорится, fire away. Давай, рассказывай, в чем там суть-то.
I'd wager it's those Kasharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. Супчики. Она сказала dendroheads. Дендроголовые. Действительно. Не собираюсь менять область исследований. Ну, а что мы, собственно, исследуем-то? If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider teaching a class. It might be difficult to teach a course with topics that only fall within Haravatat's subjects, but we can't delay this anymore. You need to give an answer. Ну, технически я боюсь, что она права, но так должно работать, как-то так. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. Похоже, Фарузан задержали дела в Академии. Они связаны с поручением Тигнари. В общем-то, и то, и другое правда. Ну что ж, я вижу, ее действительно задержали дела в Академии. Could you not give me a few more days to consider? This matter has been delayed for so long already. Ну да, действительно, выглядит так, будто дело-то уже достаточно откладывали. Надо бы это, дедлайны надо выполнять. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. Неплохая фраза. Escalate their complaints to the sages. То есть они передадут жалобы выше. Да. What a waste of free time these folks are. Вы посмотрите на нее. Now you two are here at Tainari's behest, I take it. I'm sorry, but given the current situation, it looks like I'll have to come over some other day. Так, мы пойдем к Тигнаре или мы не пойдем к Тигнаре? Калей, похоже, хочет что-то сказать. Мы с Калей отойдем на пару слов, хорошо? Of course. I shall need some time to think as well. Пойдем подумаем по сторонам. Собственно, Калей, в чем весь сыр-бор? She seems so busy. Ну, окей, я полагаю, что нам просто надо сказать ей, что мы хотим, а там уж мы увидим. Master said there's no rush, but I know that he's been busy working on something at Party's DI, so he hasn't returned to Gandharville for several days now. Вообще, довольно-таки интересная ситуация. Тигнари сам, так сказать, немножечко увлекся изучением роботов этих, да, и технологий механической жизни, в чем Фарузан могла бы очень много чего ему посоветовать. Мне самое интересное. Так что давайте все-таки нацелимся на то, что Фарузан мы скажем, с чем мы к ней пришли. I feel for Madam Faruzan, but I still want to ask her to come with us. Ну, давайте хотя бы предложим, а там увидим. But if I get her in trouble with the academia, then she won't have the time to help Master. What should I do? Oh, this is such a headache. Так, ну вот, наверное, это у нас будет первое разветвление. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Поможем ей уладить дела, придумать, как помочь ей выбраться. Ага. Чем мы займемся в первую очередь? Поможем ей дела уладить. Ну, Тигнари, в общем-то, сказал, что это не к спеху, поэтому давайте попробуем ей помочь сначала, да? Давай поможем ей уладить дела здесь, а она, может, потом будет более расположена помочь нам. Yeah, that would be the best for them both. I'll check with Master later and see if there's anything I can help him with. Ну вот, и договорились. But I'm sure he'll say, the best thing you can do now is study hard, so I don't have to give you remedial lessons. Неплохо. Я могу остаться и помочь профессору Фарузан здесь. Huh? Oh yes! This way she can get her problem sorted out quickly, and then she can go see Master. Ну, это и был мой план, в общем-то. So if I also stay and help... that still sounds kinda scary. Посмотрим, как у кого у них дела. Не принуждай себя.
Вообще, мне было бы интересно, чтобы Калей с нами осталась, да? Но я не понимаю, в чем суть этой реплики, как она вообще... Как она приклеивается к тому, что здесь сказано. Ну окей. Ладно, ты себя-то не принуждай, ладно уж. Okay then. I'm counting on you. Окей. Варлок совсем справится, все будет нормульчики. I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. Ну, в общем-то, как можно называться не иначе, как профессор Фарузан, если не вести хотя бы лекции? Так это, в общем-то, логично, нет? I think I can sympathize with them. Эй, давай-ка это, понимание побольше. Как-никак девушка 100 лет в одиночестве провела в какой-то там гробнице, понимаешь? We're back, Madam Faruzan. The traveler said that he can stay and help you. Ну, да. Oh, why I couldn't ask for more. In fact, I'm rather curious about the type of person the traveler is. You were the one who taught Azara a lesson after all. That said, will I be troubling you? Преподал урок Азару, этому бывшему высшему главе Академии. Ну да. Он больно заносчивый был, нос больно высоко задрал. А как известно, чем выше задерешь нос, тем больнее падать. Так что, в общем-то, я мастер по решению проблем, ага. Is that so? Good. Да. It does so happen that I do have something I need help with. А ну-ка, давай-ка узнаем. Now, should I apply to teach a course with Haravatat, or join the collaborative project that Kasharawar is proposing? Honestly, I don't want to choose either of them. Ну, раз у нас варианты оба одинаковые, то... что считаю я? Курсе лекций... расскажи. Вот, было бы неплохо, если бы нам рассказали и про то, и про другое, но, наверное, совместный проект для Шахривара интереснее. Почему? Ну, моя логика здесь такая. Поскольку Фарузан долгое время пробыла где-то там, ей нужно больше участвовать в каких-нибудь проектах, которые больше позволят социализироваться и больше людей узнавать. Поэтому коллабы здесь, на мой взгляд, куда более полезны. Так что, как насчет этого? И девушка тут рядом стоит, тоже довольна будет. I don't know if Tainari's told you about this before, but while my research involves learning about ruins and the mechanisms within them... Руины, механизмы, это мы любим. I don't belong to Kasharawar, which specializes in researching mechanisms. Nor am I in Spontamod, which specializes in researching energy flow. Instead, I'm part of Haravatat, which specializes in languages and scripts. Языки и письмена. Ну так, это как раз по нашей части, лингвистической, так сказать. Кстати, надо было по части лингвистической нам с собой еще и Аль-Хайтам привезти. Так, он говорил только... что профессор Фарузан эксперт в механике. Значит, ты не из Кшаривары, не из Спантамада. Но мы не будем повторять того, что она и так нам сказала. Ну, Тигнари, в общем-то, говорил только то, что профессор Фарузан эксперт в механике. She has been invited to Kasharawar multiple times to continue her research, but she's rejected them each time. Вот, значит, чего. Just listen to how they introduce themselves. In the future, Kasharawar will be the only Darshan with the ability to research mechanisms. There's no such thing as exclusivity in knowledge. Ну-ка, замечательно. Пойдем и докажем им, что они не правы. Besides, the current Kasharawar is more concerned about how mechanisms can be used in everyday life, while my research involves textual analysis of ruins. Ну, это все хорошо. А как же насчет расширения знаний и все такое? If they're trying to use the collaborative project as an excuse to have me reconsider again... Не-не-не-не-не-не-не. Давай не будем додумывать. No, that's not it. The request this time is from Makara Crafts. Так, собственно, может это...
на двах. Может быть, ты нам тоже расскажешь, чего тут у нас делать в чем? The representative of Ksharawar recommended you to them, Madam Faruzan. In truth, she told me that it's because she respects you a lot. Oh, respect? Oh, my. Ну вот, теперь мы ее застесняли. Putting aside my ideological differences with Ksharawar, I suppose I must acknowledge this attitude of theirs. At the very least, they're bounds above those decrepit Haravatat fools. Может, стоит послушать, чего они предлагают? Yeah, Akara Crafts is a pretty nice shop. Вот, занятно. Я бы хоть вспомнил немножко, чего это за магазинчик-то. Ну, уверен, вот если мы туда пойдем, я вспомню. Since both of you feel as such, I shall first hear this proposal. Ну вот, уже прогресс. In summary, Akara Crafts wants to design a series of early learning toys that will cultivate curiosity and learning in children. Звучит как очень полезная штука. Early learning toys. Interesting. А если еще сделать из них механизмики, например, Бен-Бена, то вообще шикарно. The Academia agreed to work with them because they hope that these toys can help children become excellent researchers in the future. Разумно. Ничего не скажешь. True. The current academia is in need of some new blood. If the children start learning now, perhaps I can find some talented students in a few years. О, вот, кстати, тоже очень хорошо, полезно для Фарузан. Она же все время тут пытается себе найти своих, так сказать, последователей учеников для своих тем исследований. Так что вот, отличная идея, я же говорю. Madam Faruzan, you still haven't found any students? Ага, сейчас она тебя начнет снова приманивать. Anise, Kasharawar's representative, should be staying in the inn at Port Ormos. If you want more details, you can find her there. Ага. Port Ormos? Now there's a place I haven't been to in a long time. I wonder how much it's changed. I probably can't join you since Port Ormos is a little far from here. I should probably go back and report to Master, and then review today's homework. Ну, хорошо. No worries. Go do your homework, Kale. Once I'm done with everything here, I'll head over to Pardistii. Ага. А я покажу дорогу. Вот нас таки направляют в Порт Ормос. Таки нас направляют туда. Я надеюсь, что у нас квесты не пересекутся. Но если пересекутся, значит, сегодня будет у нас заодно и частичный зачин основного квеста. Так что ждем. Thank you. Why, I'd even call this a rare chance for a curious researcher like myself to observe the legendary traveler up close. Чё он меня любоваться-то, да? Я тут так это сам застремаюсь уже слегка. Чё он у меня уставились-то? Загадочный профессор? Прям-таки действительно девушка-загадка. Разыщите Анис в Порт-Ормосе. Ну, пошли. Если я не ошибаюсь, там у нас квестик-то вот здесь где-то берется. Собственно, давайте глянем, где он, собственно, берется, этот квест, прежде чем мы пойдем. Значит, у нас есть вот здесь Кариберт. Если мы его отследим, то... Кариберт, ну да, вот он где-то вот здесь, а нам вот сюда. Ну, надеюсь, что это пока еще ничего. Так, хитросплетение. Продолжаем. И вот так. В общем, почин. Довольно-таки интересный. Ничего, что мы тут с мечами разгуливаем. По городу бегаем, так сказать. Все, надеюсь, будет хорошо. Анис, у нас к тебе дельце. Oh, it's really you. Did you change your mind? Ну, судя по всему, не All знаю. right, calm down. Let me be clear. I'm still not all that interested in Ksharawar. I'm just here to see how the project is going. After all, you're here as representatives of the academia in this collaboration.
The reputation of all research is at stake here, so I will not simply stand by should mistakes get made. Either way, it's good that you were willing to come. Профессор. Профессор. И Анис не добавил очень важное слово. У нас тут теперь это, знаете, как был там капитан Джек Воробей. У нас тут будет профессор Фарузан. Now, we've given Akara Crafts many ideas over the past couple of days. However, their owner thinks that our designs are too complicated, which will drive production costs too far up. That's expected. Students who have never had to deal with budgetary constraints probably don't understand how important it is to keep costs low. How enviable. Oh, Наверное, тебе бывает непросто получить финансирование на свои исследования. То есть тут, ну, это как бы одна реплика, одна и та же. Окей, наверное, тебе бывает непросто. If you join the Kashara War, your budget will be as big as you want it to be. I guarantee it. Ага. Прям-таки прямое предложение купить. Ну, собственно, это один из путей поднять, так сказать, финансы. That's enough. I will not repeat myself. Take me to Akara Crafts owner first, if you please. О. Мне уже интересно, какова у Фарузан мотивация. Почему она так не хочет этого. All right. He's usually at the slope up ahead recruiting volunteers to test out his toys. Let's just head over. Ну что ж, идем тестировать игрушки. Может, нам сюда стоило позвать Тартали, он у нас эксперт по игрушкам-то. Лучший продавец игрушек, так сказать. Так, ну, поскольку мы тут будем путешествовать по порту Ормас, посмотрим, что у нас тут где. Все вполне себе эффективненько. Mamdu, the one I recommended is here. Ага. Oh, so you're, Madam Faruzan? Ага, она самая. Yes, that's me. Ah, wonderful. We haven't been able to make any progress on our collaboration recently. Так вот, мы и пришли, так сказать, прогресс продвигать. We've made many suggestions, but Miss Anis thought that those ideas were too simple and wouldn't be effective in training the mind. Если нужно все усложнить, я думаю, вы по адресу. These early learning toys are meant to help the academia train future researchers, after all. If they're too simple, then how are they any different from regular toys? Сейчас узнаем. But if they're too complicated, not only will they be expensive to produce considering our production capabilities, but they won't have much broad appeal to Sumeru's children either. Ну, тут все зависит, так сказать, от пиара и всего остального. Так что все еще можно много чего сделать. So the design can't be too complicated, but it can't be too easy to play with either. Ну, на самом деле, довольно много можно чего придумать. I remember that in your notes. Many contraptions have managed to fulfill complex functions despite using simple parts. Maybe we can do something similar with these early learning toys. Я полагаю. The contraptions in my notes. I didn't create those. I simply took the contraptions in the ruins apart and analyzed them. But now that you mention it, the ruins did have things like that. Do you have a pen, paper, and scissors? I'll make a paper prototype. О, прям так. Окей, даже интересно. You have an idea already? I suppose I should have expected as much of a respected academia senior researcher. We do have those. Yes, please, help yourself. Ха-ха. Окей. Я. Help yourself, в смысле, держи, пожалуйста. Да, а не помоги себе. Фарузан что-то чертит, вырезает. Oh, you're done already?
Ам. Любопытно, любопытно. Это одна из тех игрушек, где нужно различные кружочки насаживать на палочки. Что ж, ну неплохо, неплохо. Let me explain. These 3 thick lines represent 3 poles. Окей. These paper strips of varying lengths represent rings of different sizes. They can be slotted onto the poles and stacked up like a tower. Вполне себя выглядит как обычненькая такая игрушка. Well, that is easier to make than I expected. So, how is this game played? Ага. That's very simple as well. You just need to shift the tower from this pole to another pole. Ага. Весьма любопытно, так. Isn't this a little too simple? Even by the standards of an early learning toy, I mean. Зависит от возраста детей. Может, можем мы и на низ протестировать? Of course, when moving each ring, the paper strips in this case, you must follow one rule. You can only move one ring at a time, and you can't place a bigger ring on top of a smaller one. Вот, это уже выглядит как вполне себе хорошая такая головоломка. It's like building a tower. The rings in the 3 poles must be stacked from big to small. I named this toy Pagoda Stack. О, собери пирамидку. Pagoda stack. That sounds way too simple. Even I feel like it's missing something. Ну так это, может вам сначала надо дать попробовать ее собрать? Give it a try and you'll find out if it's simple or not. I heard from our niece that you find volunteers to try out the toys, right? Why don't we do the same for this game? Вот, вот, читаешь мои мысли. It's such a simple toy. There's no need to... Окей, Мамду, ты первый. Mamdu, let's just do as she says. Нет, он первый. Okay, then. Мамду собрал детей, готовых попробовать игрушку в That's how you деле. play this game. You can all give it a try. Let's see who's able to move the tower to another pole in the smallest number of steps. Так там особо и не разгуляешься, если всего 3 стержня-то. You called everyone here for such a simple toy? Ага, косит. Ну, интересно, мне нравится боевой настрой. It doesn't look like it'll take that many steps. Окей, вперед. Come on, we all promised to help Mr. Mamdu test out the new toys. He said he'd give us new Genius Invocation TCG cards. Ха-ха, неплохая затравочка. Окей. Выходит, им пообещали новые карты? Ну окей. А почему нет, собственно? Популярная штука в Тайвате. Ugh, fine. Let's get this over and done with so we can head back and play cards. Play cards. Точно, точно. Play cards. Done! It took me 19 steps. 19? Слушайте, мне уже самому интересно. Только у меня не на чем посчитать. Huh? It took me over 20 steps. 20. I only needed 18 steps. Ага. Not bad. Looks like you're all familiar with the rules now. А сколько там на самом-то деле нужно шагов? Посмотрим, в общем-то. Then let's increase the difficulty. The next tower will be 5 layers tall. Now then, give it a shot. 5. А сколько их было до этого? 3, как и... Как там было... Или 4? Сколько там было на картинке? О! Ну, в общем-то, вот если так посчитать, куда нам надо перенести? На любой другой, да, вот так вот. Первую сняли, вторую сняли. Первую на вторую. Здесь у нас освободилось. Третью сюда поставили. И что у нас тут будет? На самом деле, не так уж и легко. Ну тогда, значит...
эту сюда. Блин, но в уме это делать достаточно проблематично. Слушайте, я уж давно этого не делал, но я уверен, у меня в детстве была такая игрушка. Было бы классно, если бы они закодировали сюда такую небольшую программку, чтобы можно было так вот потыкать на ней. There's more? А еще? Ну да, go! Well, since we're already here, why don't we just give it a try? An extra layer shouldn't make it that much harder, right? В прошлый раз их было 4, я что-то уже запамятовал. What's going on? I've already moved over 30 steps, but I'm still not done yet. Оу. I'm almost done. Looks like I'm the faster one this time. Ага. И сколько у тебя шагов получилось? Done! It took me 35 steps. 35. What? How? This pagoda stack toy is pretty fun to play with. Действительно, особенно если туда добавить соревновательный элемент. Но она, к сожалению, недолгоиграющая, потому что как только один раз поймешь принцип, как их складывать, то потом уже сильно задумываться не будешь. Good. We'll try it one final time. This time we'll add 2 more layers, making 7 layers in total. Ну они ж дети, им же скучно станет. Сколько там? Там же уже тогда, если они за 35 шагов собрали, то если еще 2 добавить, то... Ух ты ж. Ух ты ж. Mamdu, we've still got quite a few paper strips here. Why don't you give this a go as well? Do you need that many steps for something this simple? Let me try. Чел, слушай. Madam Faruzan, allow me to try it as well. Мы тут уже собрали такую классную аудиторию. You were looking at it quite seriously just now. Are you starting to understand the principles involved? Да, принцип-то понятен. I think so. If you want to test out your hypothesis, you'll just have to play and find out. Действительно. Было бы неплохо, если бы можно было действительно не только на картинке посмотреть, а потыкать на это все. Got it. We don't have enough paper strips left for you, traveler. However, by the looks of things, you seem to have the game figured out. Вроде да. Но я разочарован, что мне не досталось. Ну как так? Я же здесь главное, так сказать, действующее лицо. Why don't you guess what the lowest number of steps needed to solve a 7-layer pagoda stack is? Ох, нифига ж себе. Вот так вот, да? Вот так вот, да? То есть... Ну, явно не 100 ровно, там, сколько, 35. Но я же не буду сейчас сидеть вычислять-то, ёшкин кот. 136 звучит как очень много, достаточно. 108, 127. Ну, слушайте, тут явно должен быть какой-то точная цифра. Но я-то могу это сделать только подбором. Возможно, есть даже какая-нибудь математическая формула для этого. Потому что есть как бы всякие там эти формулы, какие-нибудь комбинаторики, да, там же можно все рассчитать, но... Окей. Можно другу позвонить, Фарузан? Или там помощь зала? Ладно, 137, 127, 136. Минимальное количество 108. Даже не знаю, давайте 108 скажем, чисто от балды. What a shame. You were close. However, you did well for someone seeing pagoda stack for the first time. Ну, как бы... У детишек-то хотя бы есть бумажки, чтобы они могли их поперекладывать, а у меня нет ничего. Камон. Let's see how well they do then. Через некоторое If I время... move this small ring, then the big one won't be able to go on top of it. Oh, this is going to take more steps than I expected. Ага, да-да-да. Вот теперь это понимаете, в чем прикол-то, да? I've lost count of how many steps I've taken. Can I restart? Да считай. До 100. It's got a lot harder.
Так мы детей демотивируем, между прочим. I solved it! Madam Faruzan, it takes 127 steps in total. Ага, 127 все-таки. Окей. That many? But there are only 7 layers. Ну, видишь, вот даже я немножко так подумал, что, может быть, будет их поменьше. Ну, вот, значит, 127. For every extra layer in the pagoda stack, the move order you need to consider becomes much more complex, and the number of steps required will at least double. Угу. Но не то чтобы, между 4 и 5 не так много было. More accurately, it will require double the steps, plus 1 each time. You did well. You didn't underestimate the principles behind it just because it's an early learning toy. Ну вот, я же говорил, что если знать четкую формулу, то все будет прям изюшно. The complexity of any given contraption isn't determined by the number of parts it has. The way the parts interact and the rules behind how it operates are important too. Логично. Oh, I see. No wonder you emphasized in your notes that no contraption should ever be underestimated. Не, на самом деле это вообще очень классная штука, когда вот ты уже, тебе там не 3, не 4 года, а ты все-таки вот такие штуки делаешь и вспоминаешь немножечко, что, может быть, не стоит задирать нос слишком высоко. Ну да. I see. So even a simple toy can become complex with the right set of rules. Да-да, мамду, так что давай мы друг другу руки пожмем. Мы, так сказать, с тобой в одной лодке. That's right. The rules used for Pagoda Stack are the simplest kind when it comes to ancient contraption-making techniques. Да, что если бы она придумала что-нибудь в стиле кубика Рубика, в стиле Бен-Бена, да? Бен-Бен — это же пирамидка. Я, между прочим, видел вариации кубика Рубика, которые были не кубик, а именно тетраэдр, в смысле пирамидка с 4 сторонами. Весьма занятная вещица, надо сказать. I could spend some time picking out all those machines that do something similar and write you a reference book. О, а еще и книжки написать. Как собрать кубик Рубика. Once that happens, you can give the volunteers the reference book and paper prototypes and find out which toy is the most popular. Неплохо. Do you have any other toys? Да, погоди, сейчас она придумает. Yeah, when can we play with them? О, ну слушайте, great success. In about 2 days or so, I think. Anise, if you're free, can you help me with the illustrations for the reference book? Of course. I'd be honored. Отлично, ну вот все довольны. 2 days should be enough for us to find more volunteers. Then we can organize a huge conference here, at which we can announce which toy we'll be making. И мне прийти сюда через 2 дня? You'd be most welcome. We need more people to get a healthy range of opinions. The more, the merrier. Отлично. Ну что ж. Thank you for coming here with me today. I'll walk back with you. Отлично. А у нас еще будет время потом прийти Тигнарь-то рассказать, что мы тут делали? Было бы классно, а то он там по нам скучает, наверное. Наверное. Покиньте порт Ормас. Собственно, это называется его покинуть вот таким вот хитрым образом. I'll be going then. Say hi to Tainari and Kale for me if you can. Once everything here is settled, I'll make my way over to Pardistii as quickly as I can. Окей. Так, я полагаю, не стоит ее дразнить про Кшахриварту. А как насчет Анис? Anise? We haven't had much time to get to know each other, but she seems like a good kid. She's able to calmly figure out the basic principles behind something without being influenced by others. Окейшки. I'll do my best to teach her over the next few days. Still, how much she learns will really depend on her. А почему бы не предложить ей стать твоей ученицей? Well, her interest lies in the application of mechanisms. Ну, и? I do have some old knowledge to share, but if we think about the future, it's easier for her to learn the things she's interested in if she stays in Kasharawar. My
My research into mechanisms is, in a sense, a side effect of my research into ancient texts. Вот почему ты хочешь Калей себе в ученицы. Потому что она как раз грамоте учится. Ей как раз писать надо, читать и все такое. If she becomes my student to learn how to make modern contraptions, it wouldn't benefit either of us in the long run. Ну, я об этом не подумал. However, if she develops an interest in deciphering ancient texts over these next 2 days, that would change things. If I successfully poach a student, those young punks at Haravatat will have one less reason to cut my budget. Ну да, между прочим, финансирование-то все еще надо откуда-то брать. Perhaps if this collaborative project goes smoothly, I can even ignore Haravatat and ask for a higher budget directly from the Academia. Тоже звучит как неплохая идея. Расскажи лучше о совместном проекте. Или у тебя уже есть идеи? Мы все топим за совместные проекты, так что го-го. I could come up with lots of ideas. With Anissa's help, 2 days will be enough for our work. However, I'm still undecided as to the style of the reference book's text and illustrations. Ну, с этим-то можно помочь. Так, как можно подробнее и точнее, как можно проще и интересней. Собственно, мы для кого? Да, мне кажется, что для детей-то надо проще и интереснее. Все-таки. You're right. If no one understands the reference book, it doesn't matter how detailed it is. Все, так сказать, для детишек. It's better to make it simpler and fun so that children will be interested in the subject. It'll also make it easier for me to recruit students in the long run. Слушайте, ну это прям похвально все-таки, да. Представьте себе, Фарузан тут целых 100 лет изучала древние тексты и сложные головоломки, и после этого она довольно-таки легко соглашается с тем, что для детей надо делать простые и интересные вещи. Так что, ну слушайте, классно. Thank you. I'll take your opinion into account. See you in 2 days. Ага. Подождите 2 дня. Ну, окей. Если это то, что у нас так должно быть, давайте подождем 2 дня таким вот бесхитростным образом. Да, ну, пока что все довольно-таки любопытно. Внезапно я, честно говоря, даже и не ждал, что наши вопросы и исследования уйдут в эту стезю, что у нас внезапно Фарузан займется вот таким вот интересным проектом для развития детского мышления. Всему найдется место в нашем прекрасном Тайвате. И битвам, и развлечениям для детей. As a jeweler cherishes their gems. Как ювелир ценит свои драгоценные камни. Меч исполняет свою работу. Да. Но пока что мы занимаемся не мечами, а занимаемся мы, в общем-то, проектами научными. You're here. We're just starting to set up the venue. Ага, ну, я всеми за. We've called up everyone we possibly could have. This is going to be quite the event. Ну, я что-то пока не вижу тут много народу. My masterpiece is going to be exhibited after all. Let's see what the Academia shall say about it this time. Да, точно. Давайте покажем этим замшелым академикам. Презентация в раз целая толпа. And if we activate this little mechanism just like that, Ага. a Sumeru rose will appear at the top of the cane. Ага. Да еще и с этим, да еще и со зрелищем. Ну, слушайте, вообще шикарно. Oh, I see. А я тоже хочу посмотреть. I thought it came out of thin air. It's amazing. Ха-ха. If the mechanism was bigger, you could make a rabbit appear, right? Кролик. Then you can't use a cane. Could you switch it out with a hat or something? You're applying what you learned creatively. Not bad. Ну вот. Let's look at the next page. If you fold an origami bird like this,
It'll fly further and more stably. О, теперь мы и про оригами тоже сюда. Ну, это не мудрено, что Фарузан знает про такие штуки. Whoa. You can make a mechanism using just a piece of paper? Ну, в принципе, это возможно. The principles at play are even more important than the parts that make up a mechanism. These are pretty cool. I'm tempted to try them out. Так, давайте мы сейчас соберем народ, а потом можем еще и даже финансировать все это. Точнее, монетизировать. I'm not that interested in toys, but if they'll be beneficial for children's development. Вот-вот. Да-да, у нас тут все очень-очень нужное дело. Everyone, we have paper prototypes and craft materials that you can use to make your own toys. Come try them out. Ага, вот у нас промоутер-то наш местный. This is such a well-prepared event. I'll give it a go. But we want to play too! It's fine. We have a lot of paper prototypes and craft materials. All feedback is also welcomed. А если тут еще и столики расставить и всем позволить во все это поиграть, то вообще будет шикарно. Презентация идет очень бойко. Oh, my origami bird flew further this time. Угу. Professor Faruzan, how can I make mine fly further? Можно сделать самолетик-сомик с двумя усиками спереди. Им очень удобно управлять потом. Но это не для Геншина. Точнее, не для этого видео. Just Madam will do. Maybe in the future, you may indeed get the chance to call me Professor. Такая тоненькая, такая аккуратненькая удочка, да? You may wish to pay attention to these few details. Here, for example. All right, try it again. Wow! It really did fly farther! Madam Faruzan, will we learn origami at the Academia? И это тоже, я полагаю. Of course you will. If you become a researcher, you can explore any field you like to your heart's content. Во! In the future, if you want, you can even become one of my students. Ага, ну это уже прям-таки даже не намек. But Mom and Dad said that there are 6 Darshans in the Academia. Wait, was it 7? Да, 7, кажется, или 6. Which Darshan teaches about mechanisms in origami? Кто? Кшахривар опять-таки? Well, in this case, it wouldn't be Haravatat. Ага. Ага. I know. We need to choose Ksharawar. Да! Я угадал. Huh? Ну да. Сложно заинтересовать людей письменами. А вот механизм — это куда более практическая штука. Их в руках покрутить можно. I want to attend Ksharawar in the future and fold even better origami birds. Во. I want to make even more awesome mechanisms! Да. Actually, the other Darshans do have their own specialties too. For example, Haravatat specializes in... Pay attention, children. Children? Они уже занялись делом. Они складывают птичек из оригами. Похоже, обучающие игрушки имеют настоящий успех, но поиск учеников по-прежнему остается проблемой. Ну да, игрушки действительно имеют успех. How did this happen? Так, все просто. Впрочем, по-моему, я это уже объяснил. What if we end up in a Darshan we don't like? Does that mean that we won't get to learn about the things we do like? А что если шляпа меня распределит не на Гриффиндор, а в Слизерин? Что мы будем делать? Ну, попроси шляпу распределить тебя туда, куда ты хочешь, все будет в порядке. No, that won't happen. Take me, for example. I'm a researcher from Haravatat, but I research mechanisms. See?
The only person able to restrict your curiosity as a researcher is you. Do you understand what I'm saying? Да, они понимают, нет? Not really. О, It's all right. You still have a long road ahead of you. Now, do you want to learn about some other machines? О, это подход. Let me tell you a story about pressure-based mechanisms and elemental monuments. И вот таким вот образом мы дошли до первой нашей концовочки. Садовник и зернышко. Главное, чтобы была тяга к знаниям, а у нас учиться или нет, это не так важно. Может быть, еще подумаешь, в Харатате тоже есть интересные занятия. Ну, вообще, на самом деле, зато очень классная фотография. Будет чем потом дом украшать. Там же у нас есть фотография, в которой можно вставлять то, что нужно. Так, давайте посмотрим. Собственно, мы достали одну из концовок. Давайте посмотрим, куда мы могли пойти. Да? То есть вот у нас здесь время вопросов и ответов. Мы могли пойти в другую сторону, то есть вот сюда. Давайте сначала закончим эту часть. Да, вот с этого момента продолжим, посмотрим, куда нас все это заведет. Ну, вот, собственно, первая стадия, так сказать, у нас готова. Мы уже совсем справились с чем могли. Теперь давайте доделывать все остальные концовочки. Say hi to Tainari and Kale for me if you can. Once everything here is settled, I'll make my way over to Pardistii as quickly as I can. Теперь давайте спросим у нее про как раз Кшахривар. Ну, теперь даже очень удобно, что у нас есть эти галочки. Мы теперь знаем, что мы уже отвечали. Так, на что насчет You Кшахривара? want to ask why I'm unwilling to join them, yes? Да, кстати, меня это интересовало. Я уже вроде как говорил об этом. Putting aside the fact that they're too full of themselves, I actually have no issue with their research methodologies and approach. After all, knowledge is either right or wrong. Superiority and inferiority do not come into the conversation. All researchers are just doing their best to shed light on the unknown in their respective fields of expertise. Ну, это довольно-таки заумно, я бы сказал. Но вряд ли стоит говорить, что что-то точно правильно и точно неправильно, если речь не идет о очень узких сферах знаний. No matter what corner of the unknown they shed light on, it's a step forward for us all. Тогда почему ты им отказываешь? Because I believe wholeheartedly in that principle. Even if the others call my research useless, as long as the knowledge I gain from it is accurate, it could become useful in the future. Ну что ж, это правда. Это как раз In правда. the end, useful and useless are concepts that shouldn't be used to evaluate knowledge. И это тоже правда. When I first started deciphering ancient documents, I didn't think about how it'd be useful to Ksharawar. That's why there's no need for me to join them to do useful research. I'd rather stay in Haravatat. It's much more convenient for me to access the materials I need for my research here. Ну, мне кажется уже, что если говорить про исследование, то исследовать лучше то, что действительно к чему душа лежит. Still, the funding that Ksharawar has offered me is so hard to get in Haravatat. Perhaps if this collaborative project goes smoothly, I can even ignore Haravatat and ask for a higher budget directly from the Academia. И мы вернулись к тому же, к той же части диалога, где мы и были. Ну, давайте скажем что-нибудь другое. У тебя уже есть идеи? Oh, I could come up with lots of ideas. With Anissa's help, 2 days will be enough for our work. However, I'm still undecided as to the style of the reference book's text and illustrations. Я полагаю, что будет интересно, что будет совсем другой эффект сейчас, если мы по-другому решим организовать текст, так как можно подробнее и точнее. Ну, давайте, это не самый лучший, наверное, вариант, но мне интересно, какой будет эффект. Explanations are a core part of early development, too. By using detailed and accurate illustrations, we can impart knowledge more effectively. It would also make it easier for me to recruit students. Проще
Посмотрим. I'll take your opinion into account. И снова подождем 2 дня, как и было в прошлый раз. И посмотрим, каким будет эффект. Все это весьма и весьма интересненько. Ну, собственно, тут какие варианты могут быть? Детишки либо ничего не поймут из слишком детальных объяснений. С другой стороны, может быть, они начнут разбираться в том, как это объяснено и какими словами, и зададутся вопросами, почему одними словами объяснять лучше, а другими нет. Но это уже, конечно, уже мои догадки. Но историю-то можно закрутить как угодно. Так, отправляемся обратно и смотрим, что у нас тут, как у нас все продолжится. А другие-то истории вообще должны быть совершенно про другие вещи. Oh, you're here. We're just... We've called up everyone we possibly could have. This is going to be quite the event. Ага, ну что ж, я думаю, что все те реплики, которые мы уже видели, я думаю, мы можем спокойненько прокрутить. А дальше посмотрим. My masterpiece is going to be exhibited after all. To sum up, the 24 forms of pressure-based puzzle mechanisms were used in various ruins. Ага, тут она сразу начала рассказывать про механизмы. Окей. All right, let's go to the next page. Now, I'll explain the base layer design of elemental monuments. Я как будто оказался на лекции. Are we done yet? Oh, I'm falling asleep. Ну вот. Значит, у нас все пошло по первому сценарию. I don't understand any of it at all. Рухи уже заснул. Are these really toys? Ну, для кого-то игрушки, а для кого-то нет. Sound a bit too dangerous to buy for children. Опасные? Почему? Глава Гильдии Искателей Приключений. Well, we've prepared paper prototypes for everyone. If you're interested in the mechanisms Madam Faruzan's talked about, you're more than welcome to try them out. Oh, this is no fun. Can I try another toy? I want to go home and play Genius Invocation TCG. Так для того, чтобы играть в священный призыв семерых, надо не домой идти, а с друзьями собираться. Forget it. I don't think anyone would be interested. I should go home and take care of my children. Это была плохая идея. How did this happen? Forget about getting opinions from others. No one even wanted to stay and try them out. Зато Фарузан довольна. I'm sorry. I think we miscalculated. Я тоже должен извиниться. No, you simply gave suggestions. I was the one who decided to follow through. Anise, too, was only following my instructions. Ну, как-то так. I will find a way to make up for this error. Please, give me some time. I'll write another reference book. Да, на этот раз простой и интересный. Excuse me, but are you the one who wrote this reference book? Может, не стоило это сливать, а? Yes. Who are you? Ah, you're that man mountain who was in the crowd just now. Do I stand out that much? Well, I guess I don't look like someone who'd have anything to do with toys. Ну, зато я не помню его в прошлый раз. Let me introduce myself. I'm Kamal, the branch master of Sumeru's Adventurers Guild. Не просто глава Гильдии Искателей Приключений, он глава местного отделения Гильдии Искателей Приключений. Что в английской версии он сказал. What's the branch master doing here? Were you looking for us, or did something happen? Не знаю, может, хотел открыть отдельный филиал в порте Ормас.
I came to Port Ormos to visit some old friends. On the way over, I saw the booklet you were handing out, so I came to take a look. Can you print a few more copies of this booklet and sell them to the Adventurers Guild? Also, could you make full-fledged models of those paper prototypes and sell them to us as well? Получилось не для детей, но зато для рыбы покрупнее. What does the Adventurers Guild want with these toys? Ну так как-нибудь использовать их в чем-нибудь более интересном. You may see them as toys, but to adventurers who need to deal with all sorts of machines and contraptions within ancient ruins, this booklet is a true treasure. We have many members who can't read, so books are of little use to them. What they know of handling mechanisms has been learned solely through word of mouth. Even if the Academia granted public access to all their books, there are people who can't use them. Это правда. And our booklet is practically all pictures. Но только там довольно-таки замысловатые картинки, я полагаю. А вот прототипы — это дело. Well, it is designed for children. Ну, чисто если только по намерению. It might be a bit too difficult for children, but it's perfect for adventurers. Also, those paper strips, you called them paper prototypes? Кусочки бумаги, прототипы. If you can make wooden versions for demonstration purposes, even the most illiterate person would be able to follow along and understand. А вот это правда. If we can supply a model set for each branch, and if each adventurer carries a booklet with them, then ruin exploration will become much safer. Логично. You really think so? I mean, yes. I always knew it. Knowledge will always be needed, one way or another. Making models of contraptions for the Adventurers Guild? To be honest, that sounds like a good avenue to explore to me. Ну, чисто дежурный вопрос, да? У Академии не возникнет вопросов? We'll probably have to send in a separate application, but it shouldn't be an issue. After all, this concerns safety during the exploration of ruins. It's a problem that the Academia is actually trying to address as well. Что ж, неплохо. Then let's cut to the chase and discuss the details of our first order. The amount we're offering to pay in advance is... this much. Собственно, ну, только посмотрите, как у Фарузан глаза-то заблестели. А я только сейчас обратил внимание, что у нее зрачки даже выглядят как пирамидки. Между прочим, грех возделять богатство. Но она серьезно упала в обморок. Милота какая. Любым знанием найдется свое применение. Ну что ж, это было весьма и весьма занятно. Что ж, с этим мы справились. Пришло время для небольшой вставки. Я Варлок из будущего, и, пройдя историю Фарузан, я обнаружил, что она вышла около 3 даже с лишним часов, а разделена она на 3 основных сюжетных линий. Поэтому я, не думая долго, решил, что стоит разделить это видео на 3 примерно равных части. Так что на этом небольшом моменте мы с вами прервемся до следующего выпуска истории о профессоре Фарузан. Без скромности скажу, 2-я часть моя любимая, учитывая ее сюжетную составляющую. Ну и 3-я тоже будет очень и очень увлекательной. Так что, дорогие мои зрители, на данный момент я совсем ненадолго прощаюсь с вами, чтобы продолжить уже в следующем выпуске. Ну а сейчас, пока-пока.